Друзья мои, приветствую всех на своем канале. С вами я, Николай Соловьев. Я клинический психолог, кинезиолог, гипнотерапевт. О чем сегодня пойдет речь в моем ролике? О том, как работает наше подсознание быстро и просто, и почему стоит применять гипноз как один из методов работы при восстановлении ментального здоровья. Поехали! Я вам напомню, что у человека есть очень интересные вещи. При рождении нам даны определенные рефлексы. Они базовые. Покушать, схватить, выгнуть спину, вздохнуть и так далее. Они всегда остаются с нами. И мы с этими рефлексами проживаем. Они были у наших знаменитых предков, от которых, наверное, мы и эволюционировали. И во многих школах это называется самый старый мозг, либо рептилии, мозг рептилий. Итак, на чем базируется наш мозг, как мозг рептилий? Его чаще всего так и называют рептилоидный мозг. Очень простые рефлексы, без которых мы не двинемся дальше, если они не работают. Это желание быть защищенным, желание быть сытым, убить или убежать и размножиться. В основном это 4 основных группы подобных рефлексов, на которые мы проживаем. Следующий уровень выделяет уровень обезьяны, так называемый. Здесь уже функционал чуть шире. Обезьяна сразу никого не убивает. Она может посмотреть на этот мир, полюбоваться цветочком. Но стоит ей что-то случиться в ее жизни, как она снова приходит вот сюда. То есть здесь наиболее безопасно. Здесь у нас самый большой опыт того, как проживать те или иные события. И только неокортекс у современного человека, который над всем этим надстроен, позволяет проводить какие-то аналитические мероприятия, о чем-то размышлять, созидать, думать. То есть отойти немного от того, откуда мы развивались. Но стоит любому из нас попасть в психотравмирующую ситуацию, как функции нашего сознания и подсознания будут мгновенно обращены вот сюда. Мы снова придем в те же базовые настройки, от которых будем отталкиваться. Очень любопытная вещь. Поэтому для того, чтобы дать человеку возможность нормально развиваться, мы должны помнить о простых вещах, как все это работает. Ну и, конечно, учитывать в своей работе, в работе гипнотерапевта. Что делает гипнотерапевт, когда работает с психикой человека, с его ментальным здоровьем? Схема выглядит примерно следующая. Наше подсознание – это 10% заложенных в нас тех или иных вещей, принципов его работы. Они чаще всего незыблемы, они индивидуальны, передаются нам как по родовым линиям, так и с какими-то другими вещами. То есть это наша база. По сути, полная аналогия. Дальше у нас идет процентов 80 занимает наше подсознание. Наша творческая часть, где есть ресурс, где мы все знаем, где мы все умеем, где понимаем, как нам себя вести в той или иной ситуации, как решить тот или иной вопрос. Но все это накрывает такая вещь, как аналитика, третья наша оболочка, которая постоянно, ее примерно процентов 10-15, опять же все цифры соединены, и они индивидуальны, которая не позволяет нам пробраться, по сути, к нашему ресурсу. Она защищает нас от возможности быть творческими, подходить творчески нашему подсознанию к решению определенных вопросов, потому что это его главная цель, как функционирующего органа, как части нашей души, как единого целого человека. Находить ответы творчески на все вопросы. Гипноз как раз позволяет нам преодолеть это состояние, как амнезированной травмы, то есть мы чего-то забыли, так и сфокусироваться четко на конкретной задаче, преодолеть эту аналитику и иметь возможность доступа к той творческой части, которую мы очень часто достигаем в это состояние. Это состояние гипноза или как раз когда человек находится между бодрствованием и глубоким сном. Это самая ресурсная часть нашей жизни. Поэтому мы в нее погружаемся как минимум 2 раза в день, раз в день, когда мы ложимся спать. Вот такая очень интересная история. Я думаю, что теперь вам будет более понятно, как функционирует наше ментальное здоровье. Всем желаю иметь стабильный эмоциональный баланс, хорошо в этом разбираться, чувствовать себя и в любых критических случаях
не заниматься самолечением, обращаться к специалисту. Будьте здоровы!